Lowrider S – это современный крузер Harley-Davidson в уличном стиле, с усиленными тормозами, подвесками и 114-м мотором. Классный дизайн этого мотоцикла можно описать одним словом – крутой. Высокая накладка на баке, массивные траверсы и вилка, крепкое заднее крыло, торчащий стоп-сигнал, поджарый ветровик, грубое матовое покрытие деталей и красивейшего двигателя Milwaukee 8. При этом никакой агрессии, мелочности и вычурности. Lowrider S – отличный образец американского стиля и вкуса. Дизайнеры проделали отличную работу, но оставили владельцам возможность завершить образ. К тому же в стоке мотоцикл задушен под экологические нормы. Минимальный набор – это каноничное седло Saddlemen Step Up с крутым упором, которое дополняет накладку на баке, выхлопная система 2.1, которая компактнее и производительнее штатной от стритбоба, а также впуск с нулевым сопротивлением. Под Stage 1 мы выбрали проверенные компоненты известных производителей. Выпуск SNS Super Street в нержавеющем исполнении. Длина патрубков, переменное сечение труб и расположение коллектора рассчитаны так, чтобы обеспечить одинаковый режим работы цилиндров, максимально эффективную очистку и наполнение камер сгорания. Порты под широкополосные O2 датчики расположены на одинаковом удалении от цилиндров. Глушитель оснащен съемным DB-киллером и катализатором с низким сопротивлением, что для нас плюс. Качество изготовления отличное, в комплекте идет весь необходимый крепеж. Для установки со штатными Mid Controls нужна лапка тормоза SNS. Впуск нулевик также SNS, с основой из легкого теплоизолятора, чтобы меньше нагревался входящий воздух, и конусом в крышке для уменьшения турбулентности потока. Для настройки мы выбрали адаптивный контроллер Thunder Max с широкополосными O2 датчиками, который полностью заменяет оригинальный блок и не требует настройки на династенде. Такой Stage 1 увеличивает крутящий момент во всем диапазоне оборотов и мощность на 13%. Установка начинается с разборки. Для снятия глушителей потребуется шестигранник с шаровым наконечником. Нижняя труба заблокирована кронштейном подножки, который приходится снимать. Коннектор переднего O2 датчика расположен справа от радиатора, а заднего под правой крышкой. Для лучшего доступа к передней гайке фланца патрубка желательно открутить и сместить радиатор. Если нет кардана, гайку можно открутить рожковым ключом. Остальные гайки легко доступны. Стоковые прокладки необходимо менять на новые, чтобы гарантировать герметичность примыкания. Стандартный кронштейн глушителей также не нужен. Далее я сниму короб воздушного фильтра. На Lowrider S стоит короб Screaming Eagle с тяжелой алюминиевой основой, которая нагревается до температуры двигателя. Сейчас можно увидеть красивейший двигатель Milwaukee 8 целиком. Стоковые стопорные кольца и фланцы необходимо перекинуть на новый коллектор. В комплекте SNS идут новые нержавеющие хомуты кожухов, два из которых длиннее под утолщенные секции внизу коллектора. На данном этапе хомуты обтягиваются без затяжки. Широкополосные O2 датчики из комплекта Thunder Max уже смазаны высокотемпературной смазкой. Под стандартные узкополосные датчики в комплекте SNS есть переходники. Датчики лучше вкрутить сейчас. Оригинальные разъемы O2 датчиков необходимо изолировать заглушками из комплекта Thunder Max.
При установке коллектора сперва вставляется задняя труба, потом передняя. Шпильки желательно смазать высокотемпературной смазкой. Гайки на этом этапе закручиваются без затяжки. Новый кронштейн крепится на фиксатор резьбы болтами из комплекта СНС. У кожуха коллектора есть зацепы, в которые должны зайти кожухи труб. Далее накидывается глушитель и надежно прикручивается к кронштейну. Затем обтягиваются все хомуты снизу вверх. Последними равномерно затягиваются гайки фланцев. Стандартные Mid Controls несовместимы с глушителем Super Street, поэтому необходимо заменить лапку тормоза на лапку SNS, а также установить кронштейн через спейсеры. Это немного уменьшает угол наклона мотоцикла, но с новыми подвесками клиренс увеличится и угол наклона будет еще больше. После затяжки важно убедиться, что педаль тормоза при нажатии не касается кожуха. В завершении крепится радиатор. Перед установкой воздухофильтра необходимо закрепить декоративный кожух, вкрутить винты, посадить о-ринг на смазку, чтобы он был зафиксирован, и накинуть прорезиненные шайбы на болты вентиляции картерных газов с двух сторон. Все винты сажаются на фиксатор резьбы. Сперва притягиваются винты к дросселю, чтобы убедиться, что зазор в области вентиляции не превышает толщину шайбы. Если зазор больше, то нужно подкладывать шайбы из комплекта, иначе пластичная основа деформируется и нарушится герметичность примыкания. Первыми затягиваются винты крепления к дросселю, потом вентиляционные болты. Винты крепления крышки желательно посадить на фиксатор резьбы. Новый впуск и выпуск на мотоцикле. Осталось установить и настроить контроллер Thunder Max. Перед работой с электрикой рекомендуется обесточить сеть, отключив минус или основной предохранитель. Оригинальный блок управления двигателем находится под левой боковой крышкой. Толстые провода минуса лучше скинуть, так проще вытащить блок. Провод переднего О2 датчика я проложил вдоль оригинальной косы и к ней же прикрепил коннектор стяжкой. Провод заднего датчика с коннектором прячется под боковую крышку и также крепится стяжками. После прокладки проводов можно подключать Thunder Max. Сперва необходимо смазать мамы всех коннекторов диэлектрической смазкой из комплекта, чтобы предотвратить окисление и попадание влаги, а также внутренние стенки ответных частей, чтобы резиновые уплотнители не терлись и не подворачивались. Первым подключается коннектор от 2 датчиков, потом блок просовывается за раму и подключаются остальные разъемы. Блок должен попасть в направляющий и зайти до упора назад. Теперь можно загружать карту. Для этого необходимо подключить блок через USB-порты и включить зажигание. Перед работой обязательно нужно обновить программу Thunder Hard и ПО блока, а также заполнить информацию о мотоцикле и владельце. Для настройки достаточно загрузить базовую карту, которая подбирается по ходу поршня, диаметру впуска, производительности инжекторов, типу выпускной системы и распредвалу. Под наш 114 мотор с нулевиком и системой 2.1 карта есть, как и под любой билд на фирменных компонентах. Для самодельных моторов необходимо выбрать ближайшую карту по ключевым параметрам.
Работу инжекторов ThunderMax настраивает автоматически в реальном времени по данным широкополосных датчиков. Карты зажигания доступны для ручного редактирования. В окне базовых настроек есть все необходимые параметры и функции. Отсечка, индикатор перегрева, холостые, система предотвращения отстрелов при сбросе газа и другие. ThunderMax позволяет считывать и удалять оригинальные коды ошибок для диагностики. Перед отсоединением провода блок необходимо отключить в программе. Перед первым запуском, а также при любом отключении питания, необходимо пройти процедуру инициализации. Для этого необходимо включить зажигание на 20 секунд и выключить, затем повторить то же самое 3 раза. Потом включить зажигание и запустить двигатель на холостых на 15 секунд. Выключить и запустить снова. После прогрева холостые обороты упадут до номинальных. Вот и все. Дальше нужно прокатиться на всех передачах и оборотах, чтобы ThunderMax настроил смесь точно под этот мотоцикл и наши условия. Такой Stage 1 позволяет увеличить мощность, сохранив приемлемую громкость звука. ThunderMax улучшает отклик на газ, снижает температуру двигателя, поднимает отсечку и сам настраивает смесь по широкополосным датчикам. При будущих модификациях двигателя мы будем менять только базовую карту, а оптимальную настройку блок сделает автоматически. Глушитель Super Street в нержавеющем исполнении отлично выглядит на черном матовом двигателе лоурайдера. Практичнее систем с покрытием и имеет максимальный клиренс в наклоне. Классический впуск SNS Stealth простой, эффективный и хорошо подходит под уличный стиль. Приобрести компоненты ведущих брендов с установкой на мотоциклы Harley-Davidson и получить консультацию можно в нашем мотомагазине Stantex. Подробные видео и статьи о всех модификациях этого мотоцикла смотрите на нашем канале и в журнале.